5 часов утра нас разбудил взрыв ужасный. Так иногда задумайся, за какую родину присягу отдавал. Мы жили на краю города, близко возле Чернобаевского аэродрома. Он обстреливался каждодневно. В связи с военными действиями в Абхазии дали нам коридор 3 дня. Дом оставили, имущество оставили. А что в сумку соберешь? Документы и больше ничего. Родился я 18 ноября 1953 года в городе Ачамчира, Грузинской ССР, в автономной республике, в Абхазии. Окончил я школу в 70-м году, 1970-м. Потом поступал в институт в городе Херсоне, в Украине. Окончил в 80-м. В то же время, до окончания я был призван в армию, 2 года прослужил. После окончания института был направлен в город Шахты Ростовской области по распределению. Там проработал год. В 81-м вернулся в Абхазию. И до 95-го года, в 93-м нам пришлось в связи с военными действиями в Абхазии выйти. Дали нам коридор 3 дня. Вышли в Грузию, город Зугдиби. В 95-м году переехали с женой на Украину, в город Херсон. До 1922 года мы были там. После оккупации Херсона вернулись опять в Тбилиси. И по сей день находимся в Тбилиси. Я родилась в Херсонской области, Каховский район. Окончила школу и поступила в институт в Херсоне. Брак был у нас, создали семью в Херсоне. И в 82 году я тоже уехала к мужу в Абхазию. В Абхазии до 92 года жили мирной жизнью, работали. В 92 году случился конфликт военный в Абхазии. Во время конфликта дом мы не оставляли, было тяжело покинуть, конечно. Надеялись, что все закончится мирными договорными, мирными переговорами. Но военные действия были все равно агрессивными, и грады были, и артиллерия была, и с моря были высажены десанты. Мы тогда уже испытали, что такое война, что такое несправедливость, что такое вот насилие, смерть, страдания. Мы были в Абхазии до последнего дня, до 27 сентября 1993 года. А потом уже под сильным натиском обстрелов мы в числе всех 300 тысяч беженцев вышли с Абхазии в сторону Грузии сюда. Дом оставили, имущество оставили, как и все 300 тысяч человек. Тоже думали, что на время остановились здесь, в Грузии. Месяца 2 мы здесь находились. Думали, что опять нас вернут, что все, мирный договор какой-то заключат.
наши правители, ну, правители обеих стран. Но ничего этого не случилось. По сей день, 30 лет, и мы так и не смогли попасть туда. Это в первый брошенный, ну, брошенный нет, насильно выселенные, скажем так. Насильно вынужденно покинувший, да, свой дом. Это был его дом, родительский дом в городе Ачамчира. По сей день мы туда не можем заехать. В 1994 году мы покинули Тбилиси, потому что здесь было тоже все упадническое, работы не было, экономика тоже была слабая. А так как я родом была с Херсона, и мы там учились, ну, еще у нас была какая ситуация с документами, мы же выходили, можно сказать, с постели вставали под угрозой обстрелов. Там нужно было паспорта привести в порядок. Невыписанные мы были, ну, из-за того, что как, с постели встал человек, ушел. Мы шли пешком 50 километров с Ачамчири до Зугдиди. И мы решили поехать в Херсон, потому что там в институте мы учились, там были все документы, и там мы могли восстановить все наши удостоверения личности, так сказать, паспорта привести в порядок, так как мы там учились, свидетели, в архиве все документы. Ну и родители мои там же оставались все еще жить, им было по 70 лет, жили там в Каховке. Мы вернулись в 1994 году в Херсон. Начали там работать с нуля. Жили лет 13, на квартиры снимали. Жилья своего не было. Зарабатывали. Усердно трудились, мечтали о своем доме, о своем уголке. Дом в Абхазии покинутый вспоминали каждый день. Потом ролики там смотрели на YouTube, туристы, которые выкладывали. В общем, половина сердца и половина души там оставили. Когда в Украине начались еще в 2014 году волнения на Донбассе, здесь в Херсоне у нас еще это не затрагивало. Никогда мы не думали, что будет полномасштабная война. Не верилось, никогда. И так мы продолжали жить в Херсоне, хотя наша зона, Херсонская область была приграничной с Крымом. И так как мы уже пережили войну, где-то какие-то, конечно, тревоги были на сердце. А вдруг что-то и в нас в Херсонской области случится. Но не допускали мы все равно. Ну как это? Ну как это? Соседи, которые связаны родственными узами, славяне, ну, нам не верилось, что будет полномасштабная война. Но так мы оставались все равно, потому что уже возраст. И мы, да, ну, мы в 2005 году приобрели жилище, можно так сказать, в Херсоне свое. Небольшой домик на 2 комнаты. Опять-таки, сколько трудов вложили. Ну, и решили там оставаться, потому что возраст, уже тяжело было переезжать, конечно. В 2022 году, до последнего, даже в январе уже начались разговоры, вот война, что-то, вот что-то, какие-то угрозы, нам все равно не верилось. Но 24 февраля в 4-5 часов утра нас разбудил взрыв ужасный, так что у нас затряслись и двери, окна, потому что была взорвана нефтебаза. Нефтебаза, так был сумасшедший, ну, большой взрыв. Ну и тут я почувствовала.
ну, почувствовала угрозу, страх, война. Ну и действительно, началось вторжение соседа. В нашу область они через Крымский перешеек зашли сразу. И уже в течение 2 часов вот проехали всю эту трассу. Я говорю, это трасса моего детства от Генического до Каховской ГЭС. В 11 часов утра уже они стояли на Каховской ГЭС, российские войска. У нас в Херсоне, там Антоновский мост через Днепр, они подошли туда тоже со стороны Крыма. Быстро. Но там задержался бой за Антоновский мост на 3 суток где-то, да. Ну да, февраль 27 дней. На 3 суток шел бой, да. А вот 3 суток за Антоновский мост. Ну, отступили наши украинские войска. И 1 марта... Почему? 1 марта я запомнила, стоя у окна, вместо легковых наших херсонских машин по моей улице прошли тяжелые танки и грузовики, и их сопровождали пешие. Пехотинцы. Пехотинцы, обмундирование. Что вы здесь делаете? Так я сразу подумала. В мой дом зашли. Люди на танках, люди с оружием. Это, конечно, было. Мы жили на краю города, что я не могла уже терпеть. Близко возле Чернобаевского аэродрома, который знают многие, он обстреливался каждодневно. Вот. И вот эти вот грады, вот эти вот выстрелы, а это звуки смертельно опасные. Даже животные на них реагировали. Было тяжело в связи с этим, потому что там уже последние дни, когда мы там пребывали, и был и на нас жилой квартал попадания, то ли они как-то мимо попали, не знаю, было непонятно. Но все равно казалось, что вот-вот и попадут и в дом. Ну, то есть все равно было страшно и, так сказать, у меня здоровье неважное, давление, нервы. И врач мне уже посоветовала уезжать в связи с тем, что могло быть инсульт, инфаркт. Высокое давление уже было, конечно. Конечно, так сказать, сохраняя свою жизнь, чтобы не остаться инвалидом, уезжали многие. Уже 60% на тот момент, 2 месяца, это 55 дней мы, до 25 апреля мы еще выжидали, еще держались. Потом тяжело было принимать это решение, возраст, дом все равно, это дом, это жилище, где ты можешь быть, а куда-то в неизвестность, это очень страшно. Но переносить те звуки еще хуже. До сих пор это все сказывается, вот салюты я не переношу, или громкие звуки. Это все противоестественно, конечно. Противоестественные звуки — это смертоносное. А уехать мы не могли, потому что не было эвакуации никакой организованной. Уезжали все на своих машинах. Кто мог, нас не было. А потом уже ребята молодые, они, видимо, так решили помогать где-то. Ну, за деньги, конечно, где-то какой-то... Мне кажется, договор был, потому что пропускали и российские... У нас уже за городом была линия фронта. Там стояли сначала российские посты, потом украинские, там велись бои.
То есть, и они где-то пропускали колонну эту машин легковых. То есть они договаривались не вести огонь в это время. И по проселочным дорогам, по сельским, они даже командовали, как проехать. Ну, вот так, указывали дорогу где-то вот для населения. Вот такой вот эвакуацию они устраивали, чтобы люди уезжали, вот, как-то так. Несколько раз я собиралась там дома, да, вот сумку собрать там. А что в сумку соберешь? Документы и больше ничего. Тяжело было. Но потом, видимо, что-то... я вспомнила, что меня спровоцировало. У нас рядом еще была зона тюремная. И там взбунтовались заключенные, а их уже не охраняли, потому что и офицеры с украинской стороны поуезжали. Вот. Ну и тут я представила, как эти заключенные рынутся сюда, в частный сектор, мы жили рядом, ну и эти все, ну в общем, не знаю, это культурно сказать заключенные, но я представила страшную картину, что кто-то вот ворвется в мой дом. Вот это вот я сейчас только вспомнила, да, точно. Думаю, что же меня так вот подтолкнуло, это было страшно, насилие еще какое-то пережить такое. Вот. И тут я решила точно, нет, ну оставаться вот в таких условиях в городе, неконтролируемом, страшно. И мы все-таки, тут еще парень какой-то позвонил, там по соседству с нами живет, мы, говорит, едем завтра на Одессу, решайся. Ну, я решилась, мы собрали вещи, уехали, 12 российских постов, линия фронта была такая, мы проезжали. В мирное время Херсон, Николаев трасса и асфальтовая дорога 60 километров, а так мы проехали 360 по вот этим проселочным. Потом доехали уже в Николаевской области, там уже украинские посты. И так мы через Одессу выехали на Одессу. Переночевав в Одессе, мы на Тбилиси собирались. Ну, рейсы искали на Кишинев. Кишиневский, так с Украины самолеты не летали. Мы уехали на Молдавию, на Кишинев. В Кишиневе мы тоже в лагере беженцев были. 10-12 дней где-то. Потому что у меня был внутренний паспорт, я была загран. И были нюансы, тяжело было купить билет на самолет. Ну, компания не продавала. Боялась, что нас Грузия не примет. И только тогда у меня все документы, подтверждающие, что мы в Абхазии когда-то жили, в Грузии, мы послали в компанию, послали в Министерство миграции Грузии. И они сказали, да, мы их примем. Нам продали билеты. И 25 апреля 22 года мы прилетели в Тбилиси. Потому что я бы, конечно, в Украину вернулась, в любой другой город, кроме, ну, а так как Херсон, где-то с октября опять там начались бои, участились, обстрелы сильные. Ну, считайте, каждый день человек в Херсоне погибает. Я не могу вернуться, тем более там, двух соседей у нас пострадали дома, прям буквально метров 100 тоже. И еще больше людей уезжают. Та же, опять-таки, гуманитарная катастрофа в каком плане? Все больницы обстреливаются, врачи уехали. А оборудование медицинское еще при оккупации российские войска тоже вывезли. Медицинской помощи никакой. Транспорта по городу нет. Остались, да, 25% населения, которые совсем, наверное, вот... Сейчас, наверное, еще меньше. Есть совсем пожилые, за 80. И с ними там, может, дети остались, да. На нашей улице 2 человека осталось. Всего лишь. Особенно меня потрясло вот 6 июня. Опять утром я встаю, читаю. Потому что, что это такое? Я представила сразу, какой мощи, какой разрушительной силы эта катастрофа вся, разрушительная, экологическая для этого края, так как я там выросла. И так 65 лет назад, 56 года, она была введена в эксплуатацию, как раз и я родилась 57-го.
До этого полупустыня была там в Херсонской области, выращивались только зерновые. Было тяжело с водой очень. И вот эта орошаемая система самая большая в Европе была запущена. Это каналы. Ну, и люди радовались. Это я помню тоже, как мы радовались этой водой, как от радости и улицы даже поливали, не только огороды. И этот край начал расцветать. Начались и кукурузы садить, и овощи садить, и сады пошли. Лес искусственный начали насаживать на песках. Это вот труд огромнейший, экология такая. Потом там водохранилище, с которого много областей, не только Херсонская, Днепропетровская и Запорожская часть, питались пресной водой города. Через ГЭС эту я проезжала 1000 раз к своим родителям. Они умерли в 2017 году. Очень хорошо, как бы, что не дожили до этой катастрофы, до этих времен, потому что люди тех времен советских, они бы это, наверное, не поняли, не пережили. Вот. Но они уже были 80-летние, да, в свое время как бы ушли. И там они похоронены. Теперь там похоронены они, там у меня недвижимость тоже опять-таки пропала. Поле. Там у меня было поле, от папы осталось. Это тоже все пропало теперь. А уже ворованное снова. Это третье. Так сказать, недвижимость или имущество, да, потеряно. И потрясло, конечно, то, что этот сумасшедший поток воды за полдня смыл дома, где люди находились, которые еще, может, и не проснулись. Смыл их жизни, разрушил их жизни. Это то, что люди погибли в это время, это катастрофа, это чудовищно. Мы получаем выплату от Кабмин Грузии, вот эти 300 лари. 300 лари. Потом фонд обеспечивает продуктами нас тоже. Вот так вот как-то. И вот за счет этого и... Спасибо вам, лекарства мы получаем. У него 2 таких опасных заболевания. Глаукома – это слепота, один глаз уже не видит. И нужно капать эти Ну, а капли. на втором хрустале Да. стоит. Ну, и прописали мне пожизненно. Пожизненно капать. Там я капал в Украине, сейчас забыл, Украинское лекарство. украинское лекарство, а тут мне на обследовании посоветовали Азаргу. То, что есть в Грузии. То, что в Грузии. Ну да, состав одинаковый, но... Вот. И у него, когда здесь была программа в американском госпитале, тоже вы, наверное, знаете, прооперировали, стентирование сделали сердце, тоже у него там. А когда обследовали, сказали, надо срочно и обязательно. И вот сейчас он поддерживает сердечные тоже препараты. Даже если бы я получал бы пенсию, я бы на пенсию не смог бы те лекарства оплатить. Здесь очень дорого. И вот благодаря вам и Бетлему. Этот Immigration, как там по-английски. И вот фонд. как бы ребята снабжают лекарствами. Все время брали у вас. Задержек не было. Так что мы благодарны. У меня вот самое чудовищное в этой войне, вот у меня дед воевал, да? Он воевал на фронте с российскими однополчанами, с Россией. Вот. Я вот представила, если бы дед был жив, да, и вот внуки его однополчан вдруг бы пришли к нему вот так вот на танке. Мне кажется, что эти бы деды, ну, они уже все поумирали, конечно, им уже за 100 лет. А их уже нет. Мне вот их реакцию я не представляю, потому что это чудовищно, понимаете? Офицеры в российских вузах с Украины учились ребята, 60% это я знаю. Офицеров, выходцев там с Украины. У нас же как приезжали вот в армию забирать с военных частей, из Урала, из Сибири.
Приезжали, вот мы же отдавали ребят, ну, провожали в армию. Приезжали, ребята туда шли. Он вот в Костроме служил. Вот, служили там. То есть все это связано. Потом они там оставались, поступали в военное училище, ставали Присягу офицерами. давали. Это одно. Потом нас и выгнали с Абхазии. Ведь родственников сколько. Так иногда задумайся, за какую родину присягу отдавал. Это очень тяжелая война. Очень тяжелая война вот в этом плане. Очень. Точнее, вот в этом плане, что, ну вот, сейчас уже они не братские народы, но близкие народы, скажем так, по истории, по жизни, по всему, родственные связи, знакомые. Ну, что... А сколько украинцев в России служат? Тяжелая Сколько война. в армию ушли, пооставались Очень в этом там. плане пострадали тоже люди. Перессорились сколько ведь. Сколько недопонимания, сколько пропаганды с одной и с другой стороны, и стали врагами. Вот. Я, конечно, приветствую только здравомыслящих людей, но их оказывается мало. Ну, слава Богу, что есть. Так как потеряв там когда-то дом, то и сейчас сомнения еще больше появляются, что но живем надеждой, естественно, а иначе как живем надеждой? Ну, у меня такой девиз сейчас жить сейчас и здесь.